Добрый день. Сегодняшний видеообзор будет посвящен интересному оригинальному товару, а именно специализированный FPV CVBS монитор 10,1 дюймов без синего экрана Padoffa FPV B101 модель с разрешением 1024 на 600 точек с двумя AV входами. На наших сайтах он присутствует с кодом товара 04320. Значит, этот товар интересен тем, что по участившимся запросам военных им необходим был монитор, который не имеет синего экрана, то есть не включается триггер, который при плохом качестве входного видеосигнала защелкивается и получается синий экран, как бы защитный экран такой. Это в принципе сплошь и рядом на всех мониторах. Он бывает или синий, или черный в принципе. То есть вот такого плана. Нами была произведена специальная доработка и заказано серийное производство именно вот этой модели. Она поставляется в такой цветной коробке. Ну, возможно, в будущем партия от партии может изменяться, но это не критично. Она бывает, конечно, и помятая, эта коробка, но мы всегда перед отправкой проверяем сам товар, гарантируем, что будет целый. Значит, вот я уже достал его отсюда и покажу. Сам монитор. Сейчас мы быстро по комплектации. Она простейшая, в принципе. Тут стойка, липучка, двухсторонний скотч, если надо приклеить или пришурупить можно к поверхности. Инструкция, ну такая общая, так сказать. И пульт управления. В принципе, все продублировано этими кнопками, поэтому достаточно иметь чисто сам прибор. Такой вот он имеет вид. Крепление. Динамиков тут нету. Это тут, ну, как бы стандартизированный корпус, будем говорить так. Имеет два видеовхода. Я их подписал. Каждый сам себе может подписать, чтобы не... AV1, AV2, чтобы не путаться. Такое питание и такое. То есть 5,5 на 2,1 и такой разъем тоже в FPV применяется. То есть они запараллелены. Если питаете сюда, то чтобы ничего не коротнуло, можете сюда изолентой закрутить на всякий случай. Значит, проверим этот монитор. Когда мы подключаем на него питание, вот, он по умолчанию шипит, как вот старые телевизоры. Где-то 8-10 секунд. Вот здесь так. Вот. Все, и тухнет при этом. Здесь можно сделать, сейчас я вам покажу следующий момент. Вот он включается. Значит, сейчас мы проверим его на такая вот видеокамера заднего вида. Простейшая, конечно, невысокого разрешения, но суть сейчас будет в другом. Берем, подключаем на первый видеовход. Вот, как только он чувствует, что появился видеосигнал, он включается. То есть тут ничего такого. Переключаются видеовходы тут механически, ну то есть кнопочные, если что, AV1, AV2. Меню тут простейшее, сейчас покажу все пункты его. Яркость, контрастность, насыщенность какая-то. Ой, опять сейчас, секунду. Язык, режим 16:9, поворот во все стороны, то есть это тоже может быть полезным. Ну и там сброс этих показателей. Так, на этом особо заостряться не будем, чтобы не терять время. Сейчас покажу, как мы его проверим. Значит, я сделал вот такой регулятор. Как вот регулятор громкости, это регулятор, потенциометр, регулятор уровня видеосигнала. Отключаем и включаем в разрыв. Вот. Сейчас он тут, я подставлю. Это он уже был накручен на минимальный уровень. Так.
Вот, имеем. Ну, тут изображение чуть испортилось, потому что этот потенциометр нагружает немного. Но, по крайней мере, для проверки пойдет. Вот, имитируем, что сигнал от видеоприемника падает. Вот, уже темнеет изображение, помехи появляются. До самого последнего он держит. У него очень высокая чувствительность к видеосигналу. Я это покажу на другом мониторе для сравнения. Вот он уже еле дышит, сигнал. Вот он или пропадает, когда затемняем, ну или когда максимально свет в камеру попадает, она еще хоть как-то оживает. Так всегда происходит, потому что уровень видеосигнала всплеск дает. Но вот это важная особенность. Сейчас мы вот делаем ей темноту. Он отключится через 10 секунд. Хоп. И даже при малейшем перепаде видеосигнала он опять включается. Это очень важно. То есть по отношению к мониторам, которые синеют или чернеют, это небо и земля. Сейчас я продемонстрирую, как это происходит. Значит, ну вот вы видите, вот сигнал такой, кое-как он еще хватает его. Так, теперь берем для эксперимента монитор. Это от этой видеокамеры. Монитор заднего видно. И вот этот же видеосигнал. Сейчас. Этот же Не, стоп, не тот штекер-ротер. Оп, включаем на этот монитор. Он даже и не вздрогнул. Вот, включилась камера. Вот стандартный сигнал, как мы видим. И вот мы уменьшаем, уменьшаем. Появляются на том помехи. Небольшие полоски. Все, и экран потух. То есть он может быть синим. Этот экран, ну, у других мониторов, у этого черный. А чтобы возвратить его в это состояние, надо вон еще крутить, крутить, то есть повышать, 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 повышать уровень. Оп! И только кое-как здесь он зацепился, включился триггер. Опускаем опять. И остановимся на моменте, когда тухнет этот стандартный монитор. У них процессоры одинаковые. Хочу заметить. Поэтому то, что он меньше, это ничего не значит. Вот очень медленно тушу. Оп, потух. Теперь, сейчас, так не перепутать тут. От этого монитора отключаем. И включаем к вот этому. Вот, и мы видим, что этот еще кое-как сигнал ловит. А этот уже потух давно. В этом и особенность этого монитора. То есть он даже в режиме жестких помех может все равно передавать сигнал в ответственный момент, так сказать. То есть где надо там кое-как разобрать, но это еще будет возможно. Ну вот, к примеру. Мы все равно ж видим объект, хоть и с помехами. А этот бы уже все потух, монитор. Поэтому, пожалуйста, кому необходим такой монитор, можете обращаться. Все подскажем, поможем, проверим перед отправкой. Все, всем спасибо за внимание, обращайтесь.